Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео о продуктовых пустых баночках. У меня сегодня такой насыщенный день. Постараюсь снимать быстрее, потому что я хочу сейчас убираюсь перед Новым годом и много чего буду выбрасывать. И помимо этого сразу решила еще пустышки продуктовые отснять. Значит, отруби вот такие вот. Хорошие, я их постоянно беру, они стоят недорого, замечательный состав, все, в общем-то, устраивает. И даже покупала по очень выгодной цене, по 29 рублей, правда, потом в ленте они были на акции вообще по 19, тоже взяла. Финики сушеные, Белкины, вот такие. Эти финики вообще очень классные, могу посоветовать. Хороший производитель, и финики всегда очень вкусные. Я их беру в Верном, в магазине, но там вообще финики шикарные. Я ни разу не попадала на то, чтобы были плохие. Будь они мелкие или крупные, они всегда очень вкусные, вообще без всяких неприятных сюрпризов. Конечно же, мои любимые хлебцы, злаковый коктейль Доктор Кернер, пока они еще есть фикс прайс, это вообще очень хорошо. Покупаю. Для собаки, для ушастика сушки покупала 200 грамм, марка каждый день. Но я их сама попробовала, нормальные, хорошие сушки. Так побаловать собаку беру, помимо всяких собачьих вкусняшек. Зверобой пила. Ну, в общем, я люблю Зверобой, он классный. Правда, честно скажу, что вот эта марка раньше была хорошая, а сейчас все больше как-то мне не устраивает качество. Так, для своей маленькой ученицы покупала микс-бар. Вот, оказалось, что, она оставила упаковку, я ее угощала, но она меня угостила одним вот этим вот медвежоночком. Я попробовала, хороший, классный, вкусный. Главное, ей вроде понравилось. Вот. Черная карта, вот 2 упаковки, вы знаете, это мой любимый кофе. Я считаю, что это лучший кофе, какой можно у нас приобрести. Потому что я, честно, очень придирчива к кофе и могу сказать, что вот этот наилучший, за неимением возможности заказать тот, что я по-настоящему люблю. Вот. Значит, от марки «Каждый день» продукт плавленый с сыром, с ветчиной. Вот у меня 2 упаковки закончились. Значит, у этого производителя бывает, я уже говорила, разный состав. Бывает очень хороший, бывает нехороший. В данном случае тут не самый лучший состав, но зато сыр очень вкусный. Да, он стоит за 200 грамм 39 рублей с копейками. Но у него классный вкус. Я не ем его огромными количествами, а так на бутерброд намазать, да, собственно, почему бы и нет. Брала от Грова удобное яйцо, белок. Здесь 18 белков. У них есть также полностью яйца и отдельно желтки. В общем-то, это удобно. Это удобно, когда для выпечки, удобно для спортсменов, и я, естественно, периодически тоже беру. На большие семьи удобно, как-то так. Но дело в том, что поскольку у меня есть собака, то я все-таки посчитала чаще всего, если уж я не конкретно на какой-то прям жесткой сушке, то мне все-таки проще взять обычное яйцо, желток отдать собаке, а себе взять белок. На самом деле по-разному. Я просто смотрю, насколько мне это актуально. Потому что вот эта бутылка после открытия, она... Господи, сколько она там? 5 дней может храниться в открытом виде. И, соответственно, получается здесь 500 миллилитров, значит, по 100 грамм в день, я бы предпочла поменьше. Поэтому я уже смотрю в зависимости от того, как это... Бородинский хлеб одно время брала, хороший, вкусный, меня устраивает. Сейчас я беру дарницкий от марки «Каждый день». Он недорогой, при этом прекрасный состав. А этот тоже, в общем, в целом. Несмотря на то, что здесь марка коломенская, я этого производителя не очень люблю, в принципе, нормальный хлеб.
Дальше. Мюсли от Билла, яблоко, фундук. Я рассказывала, что, как по мне, вот именно среди такого, ну, обычного сегмента, я не говорю прям, ну, знаете, совсем из разряда ниже плинтуса цена за мюсли я вообще не встречала уже очень давно. Скажем так, из недорогого сегмента это очень хорошие, я бы сказала, лучшие мюсли. Мне нравится. Я яблоко, фундук и еще что-то брала. Замечательно. Не знаю, буду ли я брать сейчас уже. Скорее всего, нет. Тем более, что уже скоро у нас и не останется этих магазинов. Томатная паста. Тоже неоднократно показывала, рассказывала, что вот эта томатная паста в такой упаковке и в маленьких пакетах имеет прекрасный состав. Очень хороший. И я советую брать. И вот кому я из подружек порекомендовала, все в восторге. Ну и как бы и это, и та маленькая упаковка, они удобные. Потому что, в принципе, я не помню, сколько в том пакете грамм, вот в таком малюсеньком. Но мне хватает на несколько раз. И этой упаковки, она с крышкой, короче, 37 рублей. Здесь за 250 грамм. Вообще, честно скажу, что раньше состав даже у маленького и у этого пакета отличался. Просто здесь написано, что томатная паста, вода питьевая. И возможно наличие следов яичного желтка и продуктов переработки сои. Вот. А на маленьких пакетах вот этой надписи, что возможно там наличие чего-то, не было. А сейчас и там появилось. Вот. Но при этом ценовая категория, вот это средняя, а у того пакетика подороже, но вкус одинаковый. Что касается именно банок консервных вот этих с томатной пастой, я не помню, какая она по вкусу, вполне вероятно, что тоже хорошая, но состав там ужасный. Вот, и она совсем уже в низком сегменте. Ну, хотя, знаете, это тоже, простите, недорого, 37 рублей, по-моему, стоит. Ну, в общем, я советую брать или эту, или вот эти маленькие пакетики. Молоко от марки «Каждый день» за 17 рублей с копейками, 1,5% жирности, 200 миллилитров. Я молоко всегда говорю, что я его не люблю вообще, как бы, да. Ну, то есть я его могу пить, мне очень редко бывает, что вот именно хочется что-то там вот попить с молоком. Но поскольку я четко слежу сейчас за калориями и витаминов, конечно же, бывает не хватает, поэтому я, например, какао пью с молоком, но без сахара, естественно. Хотя какао я могу пить даже вообще без молока. Но в молоке тоже есть полезные какие-то компоненты, и в 1,5% в том числе. Беру маленькие упаковки, хотя у меня в холодильнике лежит большая упаковка. Ну, на всякий случай, вдруг я что-то буду готовить сейчас там на преддверие новогодних праздников, поэтому пригодится. Но в основном мне актуальны вот эти. То есть, что я кашу варю, например, иногда на молоке, что с какао. Ну, мне проще вот это. 3-4 дня оно спокойно выдерживает. Как раз-таки какао у меня в основном Ашан с птичкой. Раньше я всегда брала золотой ярлык, но как-то я поехала в Ашан, в Ашане не было, закончилось. И я думаю, ну да, я возьму именно вот это. И знаете, мне понравилось больше. Ну, как бы состав просто какао-порошок. Прекрасное какао, могу посоветовать. Здесь я не буду выбрасывать, потому что здесь еще на 1-2 порции. У меня как бы порция это где-то 5 грамм, не больше, а то и 4. Вот. Но, кстати говоря, я уже и вот у блогера Ирины Фуюли слышала, что она пьет там без сахара, по-моему, и просто разводит. И я тоже не варю, просто развожу кипятком и все. И вот можно молочка добавить. И поэтому если вот, я часто слышу, что вот какао калорийный продукт, а я так люблю. Да не калорийный он, там калорий буквально вот, ну просто минимум, это, я бы сказала, вообще низкокалорийный продукт. Вот, и
Какао имеет потрясающий аромат и прекрасно можно пить, вообще просто разведя водой. Вот поверьте, ничего не потеряете. А уж если хочется дополнительный вкус, можно чуть-чуть корицы добавить, например. Или для разнообразия, вот да, молочка такого обезжиренного. Это все равно будет классно. И опять же, ну, калорий тоже немного добавит. А закончилась у меня французская соль с розмарином и лимонной цедрой. Вот. Давно покупала на Озоне. Я не помню в каком году, то ли 16-й, то ли 17-й. Нет, наверное, 16-й год. Но как бы я мало использую соли, просто какие-то блюда я не солю. Вот там в приготовлении супа я могу использовать. Ну и равно как собаке, когда бульон варю в большой кастрюльке, немножко добавляю. Вот. Овсяные хлопья Геркулес, вот такие вот. Вот эти разные бывают по качеству. Это максимально дешевые, в пятерочке я покупала, но эти мне не понравились. Да, я припоминаю еще раз, я как-то их брала. Не понравились. Много мусора. Вот этой вот всей шелухи. Там, где написано Дивеевская, вот он мне больше всех нравится. Но правда, учитывая, что вот этот варится чуть дольше, я думаю, что он более полезный. Да и даже по калориям Дивеевская там чуть-чуть по показателям превышает. И варится быстрее, значит, менее полезно. Потому что то, что варится дольше, оно как бы гораздо полезнее. Не в ближайшие дни, но где-то недели 2 назад, я когда к зубному врачу ездила, а я перед этим смотрела у Amari Life влог. Ой. И она там, по-моему, Amari Life. И она показывала, что купила Даниссимо йогурт с шариками со вкусом соленой карамели. А я просто, я не знаю, я настолько прикололась по соленой карамели, мне иногда очень хочется. Ну вот взяла вот баночку. Ну, в принципе, классно, неплохо. Но, знаете, покупать больше не стала. Ну, во-первых, потому что я не практикую покупку именно сладких йогуртов. И вообще редко такое беру, вы знаете. Но этот очень сладкий, причем, как сказать, йогурт не за счет вот этой начинки супер сладкий, а он сам по себе очень сладкий. Когда вот это все смешиваешь, получается просто какая-то адская смесь. И я считаю, что это перебор. А несколько дней назад я покупала Биомакс йогурт, но я его покупала, в принципе, вынужденно, потому что я зашла на ЦСКА в пятерочку на лету, то есть там есть две. Обычная пятерочка, она небольшая, и еще меньше пятерочка на лету. Там нет персонала, там полностью самообслуживание. То есть заходишь, там есть один администратор, но он на всякий случай там находится. А так все сами обслуживаетесь. И у меня подписка пятерочка, 200 рублей в месяц. И каждый день я могу взять или чай, или кофе бесплатно. То есть я за него как бы плачу, а 100% мне возвращается баллами. Но надо взять от 2 рублей какой-то товар. Ну, я-то планировала, как обычно, взять либо ту же овсянку, либо туалетную бумагу или что-то такое. Ничего подобного не было. Ну, взяла вот йогурт, потому что он, ну, классический, без сахара. Здесь 125 грамм, 96 калорий. Ну, нормально. В принципе, йогурт неплохой. Но вот когда его ешь без всего, если... Вот сначала ешь нормально, а потом остается какое-то такое послевкусие не очень. Ну вот, взяла, съела, как бы ругать не буду точно. Супер плохого там точно нет ничего, но и восторга он у меня не вызвал. А дальше, как всегда, специи, укроп, петрушка, базилик. Это вот стандартное то, что я использую, то, что мне нравится. А дальше... Что тут у меня еще? Ну я только этикетку оставила. Сырокопченая колбаса «Фантазия», марка «Каждый день». Я вообще первый раз взяла, там, где режут колбасу, все такое. И она была по полбатончика, там даже не было этикетки, что это «Каждый день» марка. Просто написано «Колбаса «Фантазия». Я взяла как бы небольшой батончик. Мне понравилось, но потом уже выяснилось, что это марка «Каждый день».
как бы состав не отличается от подобных продуктов. По вкусу классно, цена невысока. Дальше. Недавно покупала я чай. Заказывала на tia.ru. В общем, вот так называется сайт. Я, наверное, оставлю ссылку под видео, потому что они мне прислали промокод на 500 рублей. Если вы у них делаете заказ на 1500, по-моему, то 500 рублей вроде как скидка по промокоду HELLO крупными буквами. Вот, поэтому, наверное, ссылку я на них оставлю. Пользуйтесь, если вам потребуется. Там доставка в пятерочку вообще бесплатная, минималки нету. И еще подарки дарят за всякие заказы. Вот, короче, взяла у них чай Беррифорд. Это вот каркаде с корицей и ароматом глинтвейна и яблоком. Ну, вообще неплохой чай, я беру на прогулке, он прям там особенно заходит. Опять же, сказать, что чай вот прям вау, нет. Но и неплохой. Дальше черный чай с бергамотом. Этот мне очень понравился. Там довольно яркая отдушка. Еще у меня один, не знаю, здесь пакетик или нет, ладно. Взяла рябину черноплодную Ашан с птичкой. В этот раз хорошее качество. Правда, вот здесь такие вот палочки, вот эти, ну, они... Ну, когда, видимо, срывали, и вот оставались такие палочки. Это есть, но в целом все чисто, вкусно, замечательно. А цена вопроса, я не помню, по-моему, 60 чем-то рублей за 400 грамм. В общем, в этот раз могу похвалить. Дальше. Фансипан соевый соус классический, очень даже неплохой. По-моему, брала в Ашане. Брала. Моя ученица, вот как раз маленькая, угостила меня жвачкой Лафыс. Ну, я вообще очень люблю лафыски, ну, раньше в детстве любила. Сейчас они, конечно, не совсем такие, но в целом было и приятно, и вообще. Так, это тоже мне ученица оставила, я ее угощала этими конфетками, не знаю, понравилось, нет. Это кофе из Fix Price. Кафеса, дрип кофе, вот на чашку такая штучка ставится. Здесь есть робуста. Робусту я терпеть не могу, но здесь ее минимальное количество и большая часть все-таки хорошей арабики, судя по всему, потому что приятный вкус, реально приятный, поэтому могу посоветовать. Собственно, вот она упаковка. Здесь 3 было сашетки, 55 рублей, но на сайте Tia.ru есть вот этот вариант. Он уже без робусты, чисто арабика. И там вообще была акция по 80 с чем-то, упаковка из 5 вот таких сашеток. Потом я брала, уже упустила акцию за 115, сейчас, по-моему, 122 рубля. Ну, там постоянные какие-то акции. Но это выгодно. Но я тот еще кофе не пробовала, но вот, ну, если уж с робустой нормально, то вполне вероятно, что и без робусты должно быть очень даже неплохо. Очень давно я не брала сметану, но сейчас у меня яичный суп, поэтому я взяла. Красная цена. Значит, состав: сливки, закваска молочно-кислых микроорганизмов. То ли я раньше не замечала, то ли что, но после вскрытия живет она не более суток. Ну, вообще, если это так, то значит, то так и есть прекрасный состав. Обычно это во вкусвилле живет продукт по 12, по 24 часа. Обычно-то по 3 дня. Нет, ну, правда, я скажу, что она у меня стояла 3 дня, и ничего с ней не произошло. Вот хочу еще взять. Но сметана хорошая. Правда, я думаю, что это зависит от партии. Раньше такое же было, что покупала замечательная сметана, потом вдруг взяла, ее невозможно есть. Но это просто шикарная была. Ну, вроде бы я все показала, что хотела. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем. Подготовиться к Новому году,
хорошо его встретить. Как раз вот я сейчас стараюсь там расхламляться, убираться заранее, чтобы не делать это в последний момент. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.